Значит так, оказался не один я обладатель подобной проявочной машины, Filmrunner. Так, прошу не обращать внимания на вот эти все надписи вокруг, это чисто рабочие моменты. Хочу рассказать, как пользоваться, как вообще она пришла ко мне, да? Вернее, я ее когда купил, она была на немецком языке, то есть все надписи здесь, инструкция шла, да, ну, то есть температура, все было на немецком языке. Знаю точно, что в Германии ее приобрели в свое время, в 90-х годах еще. Я ее уже купил чуть позже. Сразу скажу, вот здесь выведен тумблер. Так как в этой конкретно машине, именно в моей, не всегда срабатывает на отключение температуры, да, ну, то есть, как бы может полчаса работать, час может работать, а потом что-то происходит и не отключает реле времени температуру, этот TEN. И он продолжает греться, особенно на малых температурах. Поэтому здесь выведен тумблер, видимо, тоже люди столкнулись с этим. Именно на TEN идет ключ. Так, ну что рассказать. Значит, сюда можем заливать дистиллированную воду, если вы хотите промывать дистиллированную, либо хорошо кипяченую. Тут у нас 3 насоса. Один насос это циркуляционный, он просто циркулирует. Второй насос, этот насос из этой емкости отбирает, и третий насос отбирает уже из основной, когда уже тут уже закончилась вода. Ну, например, бывает такое, что кто-то захотел там 6 промывок после каждой стадии. И тогда уже берется вот из этого, из основного вода на промывку. Теперь включаем. Вот у нас заработал насос. Это насос циркуляционный. Вот этот. Когда мы включили машину, он циркулирует воду. Сюда подает, отсюда берет. Вот здесь маленькая такая, одновременно нагревая вот эту воду для промывки. Ну и естественно уже и здесь. Он должен работать. То есть бывает, что я уже их 3 поменял. 3 уже все поменены, потому что у меня со временем стал один останавливать, не работать, особенно вот этот первый циркуляционный, видимо там. Держал машину без воды, когда хранил. Желательно, чтобы вода была всегда. Теперь я всегда держу воду, и поэтому меньше стало проблем. Так, языки. У меня изначально был язык немецкий. Я залез внутрь машины, там оказались такие есть маленькие переключатели. Я просто, может быть, в каком-нибудь следующем видео покажу эти переключатели, в каком положении они у меня стоят уже на английский. Я перещелкнул, у меня появился английский. То есть как бы не проблема, но если вы не хотите лазить, я просто объясню по кнопкам. Значит, первое у нас старт. Для старта мы нажимаем вот эту вот звездочку. Нажимаем звездочку. И мы указываем, значит, процесс. Мы какой-нибудь забиваем в эти, да, номер задаем. 1, 2, 3, 4. Ну, какой вам удобно. Ну, давайте с 1 начнем. Нажмем 1. Указали, что у нас первый процесс. Теперь дальше нажимаем вот эту решеточку. Следующий шаг. Нажали следующий шаг. Он спрашивает. Первая вода. Сколько вы хотите их залить, да? То есть то, что он берет вот из этой емкости. Вот из этой емкости он будет брать эту воду.
вы ему говорите там 0 воды, например, вам не надо перед проявкой. Допустим, у нас черно-белая какая-нибудь пленка, да, 7 минут будем и 15 минут фиксаж. Вот сейчас мы зададим для нее программу. Первую программу забьем. Значит, предзамачивание нам это не надо, например, да, и мы нажимаем 0. То есть 0, 0 значит, water там будет на английском water, а на немецком будет как-нибудь Wasser или как там, я уже не помню. В общем, задали 0. Следующее. Нажимаем дальше решеточку. И он вас спрашивает, что вы будете заливать уже. Сейчас. Будет спрашивать, что вы хотите, сколько минут вы хотите использовать вот с емкостью. То есть все по очереди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нажимаем решеточку. Нажали. И он спрашивает, сколько секунд вы хотите, чтобы у вас вот из этой емкости подался раствор. Да? Можете воду, например, вы можете воду сюда задать. Сюда, например, проявитель, сюда закрепитель. Или, например, проявитель, значит, вода, проявитель, вода, закрепитель. Что, как хотите, это ваше. Самое главное это вот. Это начало. Дальше у нас пошли все. Следующий, next. Эти кнопочки. Теперь у нас 7 минут. Да? 7 на 60 у нас 420. Мы задаем 420. Вот мы задали 420. Нет, там секундочку. Сейчас мы нажимаем. Мы можем нажать вот эту вот звездочку. Это у нас будет сброс. Сброс того, что вы записали вот конкретно по емкости по этой, да, и пишите 420. Все, 420 секунд. Это у нас 7 минут. Дальше вы нажимаете пробел. Ну, в смысле, next, следующий, next, решеточку. И он вас спрашивает, сколько раз вы хотите промыть. Ну, промывка идет где-то минута. То есть весь процесс, заливка, сливка, все это где-то минута с половиной, полторы минутки где-то так. Ну, может быть, я не помню уже. Ну, сам факт. 30 секунд, по-моему, заливает, пока потом крутит, потом еще полминуты выливает. Значит, вы задаете, например, 1 промывка. Дальше нажали следующую, и он вас спрашивает, со второй банки, сколько вы хотите, значит, чтобы у вас там секунд, вернее, из этой раствор там подался, и сколько оно, чтобы у вас там вращалось, да, господи, не могу это сформулировать, сформулювати, як воно на українській мові. Так. И уже здесь вы задаете тоже 15 у нас 15 на 60, 900 секунд. 9.00. Так, там у нас 9.00, все правильно. Дальше нажимаете следующую. И дальше вам, например, нужна еще промывочка хотя бы 1 раз, да? Вы как бы промоете, а потом вы можете уже промывать свою пленку уже отдельно в другой емкости, там полчаса, да, например, чтобы у нас весь фиксаж вышел из эмульсии, поэтому здесь можно одно, чтобы не мотылять зря машину, а потом я вот лично отлаживаю уже в отдельную емкость с водой, и там я мою полчаса. Дальше нажимаете следующее, и везде у нас идет, то есть все остальные нам уже не нужны, да, мы делаем 0, следующее, так, дальше 0, да, то есть как бы все у нас 0, следующее 0, следующее 0, следующее 0, следующее 6-я тоже 0, вода тоже 0. Все, теперь мы нажимаем еще раз следующую у нас, да, температуру задаем, при которой мы будем проявлять. Например, 20 градусов. 2, 0, 0. Все, 20 градусов.
Задали, нажимаем дальше следующее. И он вас спрашивает, rotation, то есть ротация интенсивная, не интенсивная, ну, оставим на единичке, да. То есть он там себе будет ее тихонечко мотылять, это в принципе нормально, там успевает все, не агрессивная такая. Нажимаем тоже следующее. Следующий он спрашивает у нас как бы, сколько минут вы хотите, чтобы у вас еще перед пуском у вас еще машина грела бачок, да, вот в этой воде. Ну, задайте там 7 минут, допустим, да. 7 минут это у нас, ну вот уже 7 минут, здесь в минутах. Все, спрашивает, сколько у вас, значит, этих пленок внутри. 1 там или 7. Тут можно максимально 7. Поэтому у меня там находятся такие заглушечки, вот такие вот. То есть это соответствует 2. То есть я вкладываю их туда. Да, например, мне нужна 1. Я вложил туда вот этих заглушек на 6 пленок. И все. У меня тогда я задаю, что у меня пленка 1. Все. 1 филмс. 1 фильм. Короче, 1 пленка. Дальше нажимаю Next. Он мне говорит, у вас танк типа не очень, то есть у вас не полностью заполнена емкость с водой. То есть заполните до полна. Вот, я начинаю заливать. У нас здесь такие контактики есть. Там. Вот они вот здесь вот находятся контакты. И они перемыкают. Вот сейчас я заливаю. Все. Я залил. У нас сообщение пропало. И он уже начал отсчет. Видите, уже отсчет пошел. То вот, как только он начнет срабатывать. Теперь дальше мы. Что у нас тут дальше? Ну все. Это как бы, когда вы предварительно. Если вам не надо предварительно, да, сейчас я обнулюсь. Вот, нажимаем снова эту первую программу. Да, вот он спрашивает, какую из программ. Нажимаем первую, да, где у нас уже в принципе все забито, да. Теперь мы только нажимаем вот эту кнопку Next, и вот у нас все наши в этом уже забиты. Единственное, что вот предзамачивание вот это мы уберем. Предзамачивание сделаем 0 минут. Спрашивает, сколько опять. Спрашивает, сколько опять у нас. 1 у нас, например, да. И он говорит нам, у вас вода типа не сильно нагрета. Да? У вас ниже, чем температура заданная. Так как у нас здесь тумблерочек стоит, я его... Сейчас у нас идет нагрев воды. Нагрев воды до 20 градусов. Как только у нас будет 19,7, ну это за 0,3, он пропиликает, что уже типа он готов. То есть можно уже. Потому что сейчас вы не сможете ничего делать, да, как бы пока у вас не нагреется температура. Я имею в виду запустить машину. Будет невозможно. Греется в принципе быстро. Тут 10 на 1 киловатт, я уже замерял. Все, вот он уже готов, да. То есть он говорит, нажмите 2 раза вот эту кнопочку, звездочку, да, и тогда у вас пойдет процесс. Вот видите, у меня не сработало. Я по двигателю слышу, что он так как работал, так и работает. Обычно, когда срабатывает, когда проявляют C41, то нормально все срабатывает. Здесь почему-то у меня лично не срабатывает. Поэтому тумблерочек меня спасает.
Все, значит, у нас все готово, да, к тому, что теперь мы можем бак с пленкой вставить сюда и там подождать. Рекомендуется так, рекомендуется, значит, если у вас особенно там C41 процесс, да, то после того, как машина вошла в режим, да, показала, что у вас там температура, все, то еще нужно полчаса хотя бы, чтобы растворы внутри приняли ту температуру, которая у вас вне находится. Полчаса. После того, как вы полчаса у вас это все прогрелось, можете вставлять сюда бак с пленкой. Пленку, естественно, все это в темноте заряжаете. И после этого еще 7 минут, как кодек рекомендует, да, например, я по кодеку просто читал, еще 7 минут хотя бы, чтобы у вас бак нагрелся с пленками. После этого вы нажимаете 2 раза, ну, естественно, проследите, чтобы температура все была на месте, все нормально. И потом 2 раза нажимаете, у вас пошел процесс. У вас, если у вас там вода нет, у вас начнет выдавливать компрессором отбой тревоги. Значит, у вас компрессором будет выдавливать раствор с первого, попадает в бак, он все это время крутится, да, в направлении. Тут такое у нас есть такое диагональная такая вот выпуклость, вот она крутится в эту сторону, когда он постоянно гонит сюда растворы все. Поэтому, когда заглушки я вставляю, у меня на 3, на 2 и на 1. Это если у меня одна пленка. То и у меня пленка всегда находится на входе растворов. Не на выходе, где они уже сливаются, а здесь. Ну, если у вас там 3 пленки, тоже там заглушки идут на 3, на 1 и 3 пленки. То есть у меня заглушки идут на 1, на 2 и на 3. Такие вот. Сразу их покажу. Вот это на 2. Вот это на 3. Вот это одна. То есть вместе это у нас заглушки на 6 как бы пленок, да, как бы, ну, 6 улиточек. Вот у нас улитка так соответствует, да. Вот. Что еще хочу сказать по этой машине, какие у меня были с ней как бы поломки, да, скажем так, ну, мелкие такие, поломками даже считать нельзя. Самая поломка это то, что вот тумблер пришлось, ну, людям, не я устанавливал, но я его использую в своей работе, когда проявляю. Было, что здесь вот лопнувшее было, ну, это я приклеил кусок пластмасски. Потом были несколько раз у меня, значит, со временем начинает, тут же у нас металл, то есть металлическая вот эта вот боковиночка, да, она металлическая из нержавеющей стали. Естественно, что линейное удлинение, температурное, вернее, удлинение, да, у нас разное. И появляются тут трещинки потом. Трещинки начинают пузыриться. То есть я уже пробовал один клей, второй клей, но в итоге вышел на эпоксидный двухкомпонентный, там идут А и Б, такая синяя и красная. Ну, я забыл, как называется, не буду говорить. Написано 4 минуты. На самом деле там минут 10 надо хотя бы. А пользоваться уже через сутки желательно. То есть я вот ей промазал. Один раз у меня было прям
проявлял пленку, она мне раз и выскочила, и попала вода. В общем, пленка получилась очень бледная. Значит, желательно их промазать вот здесь сверху и снизу. Сверху и снизу, то есть эпоксидным клеем. И внутри желательно еще вот там внизу пройтись. Сделать эту, смешать эти два компонента. Потом промазать в сухом виде, чтобы все было. И будет работать. Машина мне нравится. Я же говорю, вот этот насос я менял, и вот это вот, что вот эти банки со временем, даже некоторые из них даже полностью, то есть их компрессор дует так, что они начинают это. То есть самый первый признак, когда вы видите пузыречки маленькие, все, значит уже надо следить за банкой, не проявлять. Длинное видео получилось. В общем, самое основное понятно, да, то есть вот эти две у нас кнопки, это самый пуск, там задаем сюда что хотите, E6 процесс, там, третью кнопку задали, там, C41, четвертую, там, по D76 там что-нибудь, пирокат, там еще что-нибудь. Ну, то есть как бы по разным пленкам, может сюда там фома какая-нибудь, сюда можете фомопан там указать, ну если там, например, какие-то у вас ряд черно-белых идут, да, кодек какой-нибудь, там какой-нибудь из них, какой там есть там, да, 3X, там еще что-нибудь. Все, как бы тут как бы очень просто все, то есть как бы даже если немецкий язык, разобраться вообще не сложно. Что еще? В конце я вот на нулевую себе программку сюда забил, чтобы у меня промывало после того, когда я проявил все, да, я заливаю в эти емкости, которые у меня только что работали, я заливаю туда воду и, естественно, все эти вот танки надо позаполнять, потому что он предупреждение вот там, вот здесь вот есть такой тоже датчик, вот маленькая как монетка, не тот, что внизу, это температуру меряет, а вот здесь выше. Если ниже него тоже напишет, что у вас тоже не хватает воды. Самое главное, вот здесь по бортик вода, а здесь вот по вот эту пимпочку. Ну, еще лучше, если вы заполните так, чтобы, короче, металл у вас перекрылся. Дальше, еще здесь две трубки. Вот они две. Одна из них я вот себе вот так пометил. Такая двойная маркировка у меня получилась. Это та, что у меня, это та, что ближе, дальше от вас, короче. Она идет основная. То есть вы там можете ловить химию. Например, если вы проявляете какую-нибудь в стоке, да, то вы можете химию, соответственно, поймать назад в банку и использовать потом. Да? Если не сток, например, о разведении 1 к 1, 1 к 3, там, например, 276, то просто сливаете и все полностью. А уже фиксаж уже ловите, допустим, да. Или если у вас идет C41, то вам все надо ловить, да. Проявитель, отбелка и, либо здесь вы специально для, то есть, например, ЧБ здесь сделали, придумали себе, да, а вот, например, там, вдруг вы забыли промыть, и потом смешаете растворы, и будет у вас не очень хорошо. Поэтому в программах, которые вы забиваете здесь, вы можете указать банки, например, для черно-белых у вас идут 1-2, там, 1-2, например, да, а для цветных, например, этот ряд можете использовать. Или наоборот, неважно. И тогда вы уже ловите проявитель, отбелка и фиксаж. Или же Е6 у вас там черно-белое, цветное и отбелфиксаж. То есть неважно, если у вас идет там 5-растворные там какие-нибудь, да, тоже можете играться. Единственное, что с ЦО, там где засветка у нас, там, все равно придется останавливать машину, засвечивать пленку и потом уже снова продолжать, а уже продолжать уже будете по другому процессу какому-нибудь, например, по второму вы начали, по третьему закончите. Ну, в общем, играться можно, задаете программы как хотите. Второй шланг, который ближе к вам, это просто слив идет. Пробки вот эти, да, 2, 1, 2. Сливаете уже
когда меняете воду. Я воду периодически меняю, конечно. Она вот так вот желтеет. Потом со временем беру ее с мыльной водой, губкой промываю. И когда я профилактику делаю в машине. Так, все вроде бы, да. Что еще, что еще? Что еще по этой машине? Насосы я покупал такие же самые, как и здесь и были, немецкие. Они немножко почему-то, те тише работали. Те вообще тихо работали, эти немножко такие гудят больше. Ну, может, люфтов больше сделали. Те вообще так тихонечко работали. Все, так машинка, в принципе, нормальная. Я думаю, что вам даже не стоит менять язык, если у вас там немецкий. Все понятно, вот эти кнопки основные, да, то есть это мы запускаем, потом идет, выбираем программу, в которую вы хотите забить, номер программы, и указываете все параметры. Вот это у нас следующее, да, то есть задали вода, следующее емкость, следующая вода, надо, не надо, 0, там 2, 15, там, не знаю, ну, промывки там, ну, можно там, например, 3 промывки, да, там. А после, например, когда вы Е6 проявляете, там, можно, конечно, задать, там у нас 2,5 минуты идет, ну, 2 промывки можете задать, там, например, у вас 3 минуты выйдет промывки. И можете следить за водой, можете добавлять воды в момент, когда у вас она уходит, можете добавлять. Но все равно в какой-то момент машина подумает, ну, она так запрограммирована, что вдруг пошел сбой, и он начнет отсюда брать воду. Если сильно много промывок, то уже проверено. То есть, как бы вроде бы вы как пополняете в момент, когда работает машина, да, а он думает, что что-то там не сработало, ну, как так запрограммирована машина. То есть, куча защиты. Очень хорошая машинка, куча защиты. Я же говорю, что не включится, пока у вас вода не будет на уровне. Вроде все рассказал. Что еще? Ну, я же говорю, что вот нулевую программку, если я так забил, чтобы именно промывать. Залил сюда воду, залил сюда воду, или там сюда. Ну, ту, которую вы использовали. Прогнать просто, чтобы емкостя у вас были чистенькие, без химии. Потому что если вы захотите... еще, кстати, можете проверить, вот так у вас вода находится, да, проверить. Если там появилась водичка, значит, у вас пропускает. То, что она влажная, это нормально, а вот если у вас водичка там появилась, значит, уже у вас где-то пропускает. Ну, именно уровень какой-то будет. Если пропускает, сделайте профилактику клеем, я же говорю, эпоксидный клей. Нормально получится. Потому что я пробовал другие там, с активатором. У меня в итоге все равно не получилось. Он поработал какое-то время и все равно сдался. Может быть, еще с этим тоже. Ну, посмотрим. Пока что работает. Все, вот такая вот была небольшая такая инструкция, долгая по времени. Надеюсь, вам помог.